Всем привет, доброе утро, пятница, московское время, 8:55. Сегодня у нас последний рабочий день недели и последний день нашего онлайн-интенсива «Я такая одна, удобная или уникальная». Две недели подряд мы раскрывали очень интересные темы. Старался как мог, пытался донести до каждой женщины всю важность и ценность того, насколько круто жить в согласии с собой, жить в любви к себе, жить с людьми, которые любят, принимают, ценят, не обижают. Я очень надеюсь, что девушки, которые прошли этот интенсив, сделали для себя массу выводов. Ну и, конечно, будут принимать решения, жить им дальше так, как они живут сейчас, либо что-то будут менять. Сегодня пятница, и, конечно, сегодня, знаете, обычно в понедельник все начинают новую жизнь. Вот с понедельника я брошу курить. В понедельник я перестану есть сладкое. В понедельник я начну заниматься своей самооценкой, еще чем-то. Так-то, в принципе, можно, надо главное уточнить, в какой понедельник. Так-то можно откладывать свою жизнь на потом бесконечно долго. Поэтому нам, таким живым, разумным существам, на то мозг и дан, чтобы мы принимали решения во благо себя, и нашего окружения. Так, сейчас. Вот эти все вопросы связаны. Как простить парня за измену и доверять ему дальше? Как то, как это? Здесь-то вопрос, знаете, такой, что все зависит от качества ваших отношений, от ценности, которую вы транслируете в этих отношениях. Это нужно запомнить раз и навсегда. Человек, заинтересованный в том, чтобы отношения были крепкими, он в них всегда становится лучше. Он делает выводы, работает над своими ошибками и становится лучше. Человек, которому в принципе ничего не нужно, и он так по течению плывет, ему все равно. Он ничего не делает. Он повторяет одни и те же ошибки, совершает одни и те же поступки. И поэтому отношения, в которых появляются измены, знаете, нужно разбираться, почему произошла измена. Чаще всего это, конечно, от закомплексованности, как мужской, так и женской. Бегут налево решать какие-то свои вопросы, вместо того, чтобы сесть и договориться со своим партнером. Это всегда можно сделать. А если ваш партнер вас не слышит, значит, стройте другие отношения. Где вас будут слышать. А сидеть и перебирать постоянно, у меня то не так, это не так, это не так, это не так. Можно бесконечно. Привет из Сибири. Сегодня мы без солнышка. А у нас сегодня в Москве солнце. Редкость, но классная редкость. Так. За год много людей отвалились от моих изменений. Но вы же понимаете, какая-то часть вас, даже какая-то часть вас отмирает тоже. То есть прошлая часть, которая была,
с вами, например, на протяжении всей жизни, вы поработали над собой, и какая-то часть за ненадобностью вашей личности, вашей женственности, она просто-напросто отмирает. Это нормально. Это нормально. А потом, в дальнейшем, конечно же, когда эта часть уходит, с этой частью уходят и люди, которые в принципе в вашей жизни не играли никакой роли, являлись только отягощением. Иногда эти расставания с людьми могут быть болезненными, иногда могут быть не болезненными. То есть по-разному может происходить чистка вашего пространства, но это всегда во благо для вас же. Так. Тут девушка пишет: как вас зовут? Гульфа Рузинка, что-то такое. Ладно. Вы, наверное, еще не проснулись, да? Вот так нажимаете все подряд кнопки. Или у вас там что-то заело, наверное. Опять. Или вы так сигнализируете, здесь шифр какой-то передаете своей подруге или любовнику в эфире. Так. Мама проецирует наши отношения на мою дочь. Она ушла из дома и не общается со мной. Кто ушел из дома? Мама ушла из дома или дочь ушла из дома? Мама тоже, наверное, с вами в общении вела себя таким образом. Уходила и дистанцировалась от вас. Девушки, кстати, я хотел еще сказать о том, что у нас в понедельник стартует 4-недельный онлайн-курс «Я женщина». 4 недели. Это терапевтическая программа, поэтому для кого эта программа, я могу сказать коротко. Для женщин, которые в отношениях с алкоголиками, наркоманами, игроманами, безработными мужиками, с мужчинами, которые унижают, оскорбляют, изменяют, бьют. Этот курс для девушек, которые находятся в отношениях с женатыми мужчинами, то есть являются любовницами и надеются на то, что на них женятся. Зря, конечно, но надеются. Этот курс для тех, кто пережил расставание, развод с мужчиной. Курс для тех, кто хочет построить счастливые отношения с мужчиной, повысить свою самооценку. Для женщин, которые хотят воспитать счастливых детей, не передать им свои родовые программы. Вот. Поэтому, пожалуйста, сегодня у нас последний день, когда можно попасть на программу со скидкой. Курс без скидки стоит 16 тысяч, со скидкой 9 900. Если есть желание, пожалуйста, ссылка у меня находится в верхней части профиля Instagram. Присоединяйтесь. Как вы думаете, если мужчине подарить маникюр, педикюр на 23-е, это нормально? И если он вас царапает и уже по деревьям лазит своими ногтями, то есть уже способен забраться на пальму и достать кокос, то можете подарить, конечно, его. Педикюр и маникюр, да. Но
знаю, я не, как бы это, не специалист в подарках мужских. Подарки, которые мне делает моя любимая женщина, они всегда прям 100% попадают в цель. Вот, она умеет прям прочувствовать то, что мне понравится, то, от чего я буду в восторге. Поэтому здесь нужно ориентироваться уже вам на своего мужчину. Вы же с ним общаетесь, вы же с ним в отношениях. И поэтому прочувствуйте, не думайте, а чувствуйте, чтобы ему понравилось. Нормально ли, если нет мужчины, поздравлять мужей подруг? Ну, можете словами поздравить, там, знаете, словами поздравить, но без излишеств, без излишеств. У вас ремень перекрутился, Марк Викторович. Спасибо. Все, видите, уже на месте стоит. Боюсь, что бросит из-за этого, не начинаю отношения. Ну, странная позиция. Надо работать с самооценкой вашей. Сколько вы будете не начинать отношения? До старости лет? Вы же боитесь, что вас бросят? Вы же не вещь. Правильно? Вы человек. Вы человек. Как вас можно бросить? Мне кажется, я себя люблю и распустила. Как научиться себя уважать? Но если вы себя любите, вы себя и уважаете. Я не знаю, в чем вы себя там распустили, конечно. Что вы имеете в виду? Как заставить себя наладить личную жизнь? Да никак не заставить. Это нужно захотеть сделать. Но если вам плевать на свою личную жизнь, кто вас должен заставлять вообще? Как заставить себя? Как заставить съесть там какой-то скисший борщ? Знаете такой рецепт? Будете есть и блевать от него, от этого вкуса. Так же и здесь. Как заставить себя наладить отношения? Не надо себя заставлять. Хотите — налаживайте, хотите — не налаживайте. Что делать, если бывший хочет меня и при этом не хочет сходиться? А сходиться хочет, если мне дадут квартиру, и я буду с ним держать быков и свиней. Быть с ним или нет? У вас мужчина сам как бык себя ведет и как свинья, а вы позволяете ему это делать. Знаете, то же самое. Пришел в автосалон Rolls-Royce и как бы покупать не хочу, деньги тратить не хочу, но ездить хочу. То есть дайте я поезжу немножко. Я вот одного не могу понять. Насколько и почему вы себя, многие женщины, так не уважаете? Что вас равняют с какими-то быками, с какими-то свиньями. То есть для того, чтобы быть со мной, ты должна согласиться держать бычков, свиней. Отношений не хочу, но тебя хочу. Такому мужчине нужно всегда говорить очень просто, отвечать, посылая его в эротическое путешествие, состоящее из 3 букв. Знаете, есть такое слово из 3 букв? На заборах пишут его часто. Вот. И вот такому мужчине на такие предложения только так нужно отвечать.
А вы потом задаете вопрос себе, почему ко мне мужчина неуважительно относится? Так потому что он в отношения с вами вошел неуважительно, по-свински, по-скотски, не видя в вас женщину, используя какую-то манипуляцию, используя какие-то уловки, хитрость. Никакого уважения, вообще ничего. И вы думаете, он там в отношениях станет другой. С чего вдруг? С чего вдруг? Если вы раз позволили мужчине, вообще просто человеку, ходить по чистому полу в грязной обуви и говорите, ничего страшного, топчи здесь, не рассчитывайте на то, что когда-нибудь человек начнет ценить ваши чистые полы и снимать обувь. Будут топтаться все, кому не лень. Потом вопросы задаете. Мужчин не осталось достойных. Мужчины есть достойные. А женщин, которые готовы к этим отношениям, еще меньше. Потому что вы строите отношения, знаете, там, ну что ж поделать, маленький апельсинчик, гнилой, но мой, вот какой есть. Ну, пожалуйста, чего вы потом жалуетесь тогда? Что-то не так, мужчины плохие. Научитесь себя ценить и уважать. Он меня хочет, но отношений не хочет. А вы с ним спите еще, наверное. Вообще в маразм. Нужно ли поздравить бывшего с праздником? Для чего? Для чего? Для чего поздравлять бывшего мужчину с праздниками? Так же, как бывшую женщину с праздниками. Скажите мне, что это за вежливость такая? Никому не нужная. Привет, с праздником тебя. Меня так удивляет это. Особенно те люди, которые становятся друзьями после расставания. Вы что, такие тупые и такие ненормальные, что в отношениях вы не смогли стать друзьями, в отношениях вы не смогли понимать друг друга, слышать. Для того, чтобы это сделать, вам пришлось расстаться. Это подчеркивает человеческую несостоятельность, отсутствие интеллекта у человека. То есть быть в отношениях и не договариваться, но расстаться и быть в хороших отношениях. Мы расстались как друзья. Вообще маразм полнейший. Какие друзья? Чего вы друзьями не были в отношениях? Такими. Она такая вся понятливая стала. Ну как ты себя чувствуешь? Ну что там у тебя, твоя правая нога? Не беспокоит? А он ей: я помню, у тебя там был проект один, ты хотела его реализовать. Ну как у тебя получается? В отношениях, не интересовался никто ни ногой, никакими проектами. Никто ни в кого не верил. Никто никого не ценил, не любил. Расстались и решили поделиться своими мыслями. Клоуны, самые настоящие. Ну мы же можем общаться просто как друзья. Какая дружба? В психиатрию. Как отнести? Это я пошутил, конечно, про психиатрию. Надо сразу на пересадку мозга. Психиатрия не поможет. Сейчас тут солнце светит. Как отнестись, если бывший женатик хочет вернуться? Еще одна представительница этой секты женщин с низкой самооценкой. Ну что вы несете, бред какой-то? Женатик хочет вернуться. Для чего? Для того, чтобы продолжать писать в вас, как в алюминиевое ведро. Ох, сейчас я вас взбодрю в пятницу. Еще раз повторяю, для всех женщин, которые спят с женатыми мужчинами. В вас справляют нужду, как в ведро алюминиевое. Понимаете? Там вы не нужны там. Там не нужны ваша душа, ваша женственность. Там нужно ваше тело. Не более того. А то, что вам рассказывают: я без тебя не могу, я без тебя пропаду, я без тебя не дойду, как доктор Айболит, понимаете? Это все для, так, знаете, чтобы усыпить вашу бдительность и дальше пользоваться вашим телом. Я уже об этом говорил.
я уже говорил об этом, что ваш мужчина, типа ваш, уже давным-давно принял решение, что он никогда с вами не будет. А чтобы успокоить вас, я вам так скажу. Всего 2% мужчин уходят из семьи и создают семью со своей любовницей. Эти 2%, которые создали семью с любовницей, расстается из них 80%, понимаете? 80%. То есть, вот было 100 мужиков. Представьте, давайте даже не так. Было 1000 мужчин. 1000 мужчин. Из этих 1000 мужчин 20 человек создали отношения со своими любовницами. 20 человек. 20, да. Из этих 20 человек расстались со своими любовницами и перестали быть в отношениях, получается, 16 человек. 16 человек, представляете? 4 только 4 человека остались в отношениях. То есть ваши шансы на то, что вы построите отношения с женатым мужчиной, равны нолику. 0. Самый настоящий. Ничего вы там не построите. От слова никогда. Никогда. Потому что это больные отношения. А то, что вы в этих отношениях разрушаете себя, уничтожаете самооценку, женственность, сексуальность, свое физическое здоровье, просто всю себя даете на уничтожение. Это раз. А второй момент. Вы же считаете, что вы выбрали себе нормального мужика. Я вам так скажу. Вы выбрали себе самого отстойного мужика. Потому что мужчина, он определяется чем? Действиями своими и поступками. Если мужчина выбирает себе женщину, он гордится своей женщиной. Он старается сделать все возможное, чтобы с ней быть рядом. Не делить ее ни с кем. Засыпать с ней, просыпаться с ней. Он сделает для этого все. Если этого с вами не происходит, значит вы не являетесь для мужчины своей ценностью. Вы сейчас ему можете позвонить после эфира и сказать: ты же меня правда любишь? Ну скажи, тут один бородатый психолог сказал, что ты меня пользуешь и писаешь в меня, как ведро алюминиевое. Да пошли они нахрен, он скажет, эти психологи, кого ты слушаешь? Нормально все, я тебя люблю. Конченый, там, начнет меня парафинить, что я какой-то там, знаете. А для чего? Для того, чтобы вновь написать вам в уши. Какая любовь? Какая нахрен любовь? Если ты любишь женщину, так будь с ней. Обстоятельства, дети, жена еще. Лохопед. Вы себе выбрали лоха, который не способен отвечать за свой базар мужской, понимаете? Для мужчине должно быть стыдно. Мужчине должно быть в первую очередь стыдно, что он выбирает себе женщину, которая хочет изменить. Тогда можно быть придурком самым настоящим. Ты вообще не способен тогда ничего в этой жизни сделать. И твой выбор, он будет везде такой. В работе, в бизнесе, вообще во всем. Поэтому идите и говорите своему любовнику: до свидания. Goodbye, мой мальчик. Goodbye, мой миленький. Знаете песню такую? Отправьте ему. Пускай послушает. Вот так вот. А тем девушкам, которые действительно хотят стать счастливыми и перестать быть любовницами, и чтобы их не скрывали от окружающего мира, я, конечно, приглашаю вас на мою программу терапевтическую, которая состоится, начнется в понедельник, продлится ровно месяц. Ровно месяц. Вот. Ссылка находится в верхней части профиля Instagram. Так, сейчас, что тут, как научиться жить с манипулятором? Никак. Как научиться жить, наступив на гвоздь, например? Вот вы идете по улице, наступаете на гвоздик и проткнули себе ножку.
Можно научиться жить, не обращая внимания на этот гвоздик? А? Нельзя. Вам будет постоянно больно. Начнется потом гниение какое-то, не дай бог, потом вообще ампутируют конечность. Так же и здесь. Когда вы живете с человеком токсичным, который вас постоянно уничтожает. Манипуляторы, это, знаете, такие люди, которые постоянно какие-то интриги плетут, это какие-то постоянные... Это не искренность, это срань такая, знаете, очень... Простите, что я так выражаюсь, но в прямом смысле слова срань. Женщина не знает, как себя вести в этой ситуации. А мы с вами же говорили уже, да, о том, что женщина это такая река, а мужчина это берега. И вот мужчина-манипулятор, он не может берегами быть, а женщина не может быть рекой. Она либо в лужу превратится, либо ее расколбасит и разбомбит в разные стороны, она растечется, потеряет свою глубину, свою значимость и испарится нафиг вообще. Ее перестанет существовать. Тут, конечно, еще и к женщине могут быть вопросы. То есть, если женщина река, то какая река? И, конечно, всем это нравится. Вау, круто, женщина река, мужчина берега. Давайте зададим себе вопрос. А какая река омывает берега? Какая река омывает берега? Чистая, такая, знаете, прозрачная, живая вода? Или все-таки это застоявшаяся вода? Застоявшаяся, грязная, мутная. И вот с этим надо тоже разбираться. Как расстаться с мужчиной, если он не дает этого сделать? Ну вы что там, к батарее привязаны сидите цепью или что? Если это так и у вас в руках телефон, звоните в полицию. Моментально, прям набирайте номер полиции и вызывайте, пускай вас отстегнут от батареи. Да вы сами не хотите, чтобы с вами мужчина расстался. Для вас это такой комплимент, знаете, я хочу расстаться, а он не отпускает. Перековал меня к батарее, следит за мной днем и ночью. То есть для вас это такое повышение самооценки. Если он так за меня держится, значит я для него значима очень сильно. Прекратите. Человек, который хочет принять решение, примет его всегда. Никто вас не удержит. И вы тоже можете принять решение. Здесь вопрос в другом. Хотите вы этого сами или не хотите? Если хотите, вы быстро поставите точку. Знаете, поменяв интонацию голоса, женщина быстро может объяснить мужчине. Вы же не говорите ему: ну пожалуйста, ну давай расстанемся, мне так плохо. Измените интонацию, скажи: я все сказала. Или как вы там умеете. И все. Так, юморист Марк, ну, конечно, Comedy Club. Мазохички они. Собрала вещи и иди от него. Как коротко и емко сказала. Я себе не могу такого позволить. Вообще я не приветствую, когда ругаются здесь матом в чате. Но иногда такие емкие комментарии, они очень прям заходят. Женщины иногда не понимают, и мужчины тоже. Пока не пошлешь. Мужчине сколько времени надо, чтобы принять решение, его ли я женщина?
Сколько мужчине нужно принять, то есть сколько времени мужчине нужно на то, чтобы принять его ли вы женщину. Ну, смотрите, на то, чтобы принять решение, хочет вас мужчина или нет сексуально, ему понадобится секунд 6-12. 6 или 12 секунд. Для того, чтобы быть готовым к сексуальной близости с вами, понадобится минуты 4. А для того, чтобы понять, что вы ему интересны как женщина, наверное, минут 5 после того, как вы начали общаться с мужчиной. Вот давайте так, смотрите. Я читал как-то одну статью, там психолог один пишет. Мужчине нужно там несколько месяцев, чтобы он понял, что это его женщина. Что значит его женщина? Что значит его женщина? Это значит узнать о чем. Есть ли у нее припадки и бросит ли она ему в голову молоток, если они будут ругаться? Нет. Если у мужчины возникло желание общаться с женщиной, страсть, то абсолютно с любой из таких женщин можно выстроить отношения. Чтобы вы понимали, при желании люди могут выстраивать отношения друг с другом. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. А когда нет желания, цель. Здесь, видите, нужно задавать вопрос этот, ориентируясь не на то, сколько времени должно пройти, а на цель мужчины. Мужчина для чего начал общаться с женщиной? Понятно, что первоначальный этап отношений всегда однотипный, одноплановый. Мужчина хочет затащить женщину куда? В постель. В постель. Это факт. Это хочет сделать абсолютно каждый мужчина, и достойный, и недостойный. Дальше уже от женщины очень многое зависит. Понимаете? Очень многое зависит от женщин. А по поводу того, а как же любовь, я могу сказать так, что 95% семейных пар женятся не по любви, а по влюбленности. По влюбленности. Любовь — это состояние, к которому нужно двигаться вместе со своим партнером. Любовь, она созидается. Она имеет такое многослойную структуру, понимаете? А сначала появляется влюбленность, страсть. А страсть и влюбленность для чего даны? Не для того, чтобы построить отношения и создать семью, а не для того, чтобы поспать друг с другом, потом пожить какое-то время, приглядеться и разбежаться. Потому что у влюбленности есть и у страсти есть определенный временной промежуток. Здесь очень важно понимать, и организм человека удивительным образом устроен. Мы в состоянии влюбленности под воздействием гормонов немножечко идеализируем человека, понимаете? То есть принимаем его таким, какой он есть, в состоянии влюбленности. Для чего человеку дано это состояние принятия под воздействием гормонов? Чтобы в дальнейшем, когда отношения уже выстраиваются, для нас не было новостью, когда мы узнаем в человеке или видим в человеке какие-то недостатки, да, чтобы постепенно мы отвечали себе на вопросы, готовы я с этим человеком быть дальше или не готовы. Так вот, если мы говорим про двух здоровых людей, когда начинает уходить страсть, и люди видят друг друга с позиции личности, а не с позиции сексуальной энергии, здесь начинает включаться уже здравомыслие, логика, интеллект, воспитание, когда люди договариваются. Вот смотри, ты
до встречи со мной, пока мы с тобой не стали мужем и женой, разбрасывал свои носки там по дому. Да, вот они у тебя там лежали, там лежали, там лежали. Я могу их сама убирать, ничего страшного, потому что я тебя люблю. Вариант. Ты бы не мог их убирать, пожалуйста, в корзину для белья, потому что я спотыкаюсь об них. Они стоят вот здесь, в углу. Я каждый раз спотыкаюсь. Вариант. Ну и так далее, и так далее. То есть договориться можно же всегда. Слушайте, люди в цирке, понятно, там насильственные действия применяют к животным, надо позакрывать эти цирки. Но с животным можно договориться. Кошечка ходит писать в лоточек. Кошечка. А тут вы, два взрослых человека, как вы еще говорите, в 21 веке живущие, не договоритесь о том, как вам взаимодействовать в быту. Ну, конечно, договоритесь при желании. Да. Почему пример с носками? Ну, потому что, давайте с трусами приведем. Марк, если я не хочу строить никаких отношений, мне вообще забить на секс. Интересно просто. Ну, вам нужно понять вообще. Я сейчас объясню вам. Вот смотрите. Вы не хотите никаких отношений, так? А хотите просто, чтобы у вас была сексуальная близость с мужчиной. Вы находите себе такого мужчину, который будет с вами просто заниматься сексом. Больше ничего не надо. Что это за мужчина? Первый вопрос, который вы должны себе задать. Что это за мужчина, которому от вас нужен только секс? Ну, я бы задумался, потому что, как правило, такие мужчины спят не с одной женщиной, со многими женщинами. Вот если ему нужен просто секс, он спит направо-налево. Он-то, конечно, себя считает этим мачо, гиперактивный самец. На самом деле никакой не мачо. Человек с больной сексуальной энергией, которому нужно поработать над своей самооценочкой, уверенностью в себе. Потому что когда мужчина спит направо-налево, он, как правило, проигрывает в других сферах жизни. То есть он, считая себя суперактивным, сексуальным, обратите внимание на его достижения в жизни, на его цели в жизни, на его статус и многое-многое другое. Как правило, такие мужчины, единственное, чем гордятся и хвалятся, это, конечно, там своя внешность, сексуальность, какой-то темперамент. О чем это говорит? Это говорит о том, что это закомплексованные парни, которые сублимируют эту энергию сексуальную, где-то компенсируют что-то за счет частого общения с другими женщинами. И вы задайте себе вопрос. Вот вам секс с таким мужчиной нужен, который к вам может притащить абсолютно любую болячку, вплоть до ВИЧ. Это первый момент. Второй момент очень важный. Хотите вы того, не хотите вы того. Вы можете мозгом своим и своей головой понимать все, что угодно. Но как только вы начнете спать с мужчиной, ваша гормональная система начнет адаптироваться под отношения с этим мужчиной. Репродуктивная система ваша, половая система, ваши нейронные связи, выстраиваться новые нейроассоциации. И как только выработка окситоцина, дофамина рядом с этим человеком пройдет вот такой, знаете, порог, переступит порог привычных вам состояний, то есть выработка дофамина, окситоцина, а еще вазопрессин сюда прилетит, станут стабильными, у вас появится очень сильная зависимость от этого мужчины. И что начнется дальше? Вы захотите с этим человеком построить отношения, потому что окситоцин и вазопрессин будут шептать вам: он твой,
он продолжитель рода. Это твоя собственность. У вас начнется просыпаться ревность. Вы будете нервничать, вы будете страдать. А если вы этого делать не начинаете, это о чем говорит? Это говорит о том, что на фоне травмы, которая была в вашей жизни, в каких-то отношениях, возможно, в общении с родителями, вы выработали такую защитную реакцию. Не хотеть отношений. Не хотеть отношений. То есть, как вам объяснить? Есть, чтобы просто есть, но это маразм, да? Просто чтобы был полный живот. Тогда вопрос возникает, а чем можно набить живот, чтобы он просто был полный, я не была голодная? Да чем угодно. Чем угодно можно, понимаете? Я уже говорил об этом. Секс для здоровья, как многие женщины говорят, или мужчины, секса для здоровья не существует. Секс для здоровья возможен между двумя людьми. Между мужем и женой. Это самый лучший оздоровительный секс, понимаете? Тогда, вот, когда секс в браке, в отношениях, там все прекрасно. Там и член лечебный, и вагина лечебная. А вот секс для здоровья вне отношений, ну, вы где-то видели с какими-то особенными этими, с лечащими способностями половой орган мужской? Для какого здоровья? А? Он там, ну правильно, член с ромашкой, да. Там какие-то примочки у него волшебные. Коллаген там, я не знаю, что еще. Я живу с мужчиной 5 лет. Я перестала хотеть с ним заниматься сексом. Почему так может быть? Раньше было все. Я сейчас объясню вам. Потому что за 5 лет вы вообще измотались там в этих отношениях. Что за 5 лет сожительства вы должны были уже стать женой, мамой, может быть, даже не один раз. И осознавать значимость своей личности в этих отношениях. А 5 лет вы добровольно себя сдавали в аренду этому мужчине. В надежде, что он оценит все, что вы для него делали. Женственность вашу, сексуальность и все остальное. Заботу, душевность. И сделает вам предложение. И вы просто вымотались. Обнулились там. Все. Поэтому мужчина стал вам неинтересен. Вы не понимаете, а для чего мне стараться. И это нормально. Возьмите паузу. Разъезжайтесь. Не расставайтесь, но разъезжайтесь. На месяц, на 2, на 3, на полгода. Тогда вы поймете, кто вы для мужчины. Если вы для него значимы, он сделает вам предложение и вернет вас обратно. Если нет, пойдет дальше. Возможно, именно по этой причине вы боитесь разъехаться. Что чувствуете, что принимая решение, решение будет не в вашу пользу. Ну и зачем вам такой мужик? А? Для чего он нужен? Бросайте его. Если вы себя не чувствуете счастливой в отношениях. Вы же понимаете, что вот зачем ставить машину на мое место? Ну вот будешь, дорогой, выезжать через крышу дома соседнего, потому что я сейчас стану так, как мне удобненько. А ты, мой сладкий друг, будешь выезжать так, как не свойственно автомобилистам. Машин летающих еще нет, но придется научиться летать. Правильно? Это все же все очень просто. Зачем ставить на мое место?
ты головой думать. А если ты не думаешь головой, работай руками. Так, сейчас, 1 секунду. Все. Так. Много лет прожили в сожительстве, когда женились, в скорости разбежались, в корне поменялись отношения. Конечно, так часто бывает. Медики говорят, нужно заниматься сексом женщинам как можно дольше, чтобы не постарел организм. Ну, конечно, занимайтесь с мужем, с молодым человеком своим, с мужем желательно. Доброе утро. Были отношения с мужчиной. Он резко пропал. Сейчас фокус на себе, занимаясь своими делами. Не покидает мысль. Позвоните сказать, что я думаю. Хочется закрыть эту ситуацию или не стоит. Если вас это беспокоит, задайте себе вопрос, что вами сейчас движет. То есть какое состояние движет вашим желанием. Если это агрессия, злость какая-то, не держите ее в себе. Позвоните ему и выскажите все, что вы хотите. Прям вот как есть. Прямым текстом. Просто чтобы он знал, кто он. Понимаете? Знал. Отбросьте сейчас все рамки приличия. Отбросьте там, достойно это или недостойно. Вообще отбросьте все эти условности. И сделайте так, как вы чувствуете, как вам будет легче. Если вам будет легче сказать ему, что он мудак последний, скажите. А если вам хочется высказать о своей обиде, выскажите. Не надо этого бояться. Я буду умнее. Я буду умнее, потом болячки буду свои лечить, которые возникнут у вас из-за того, что вы подавили в себе агрессию свою. Муж нашел женщину. Где нашел? Для общения. Без интима. Переписывается, ходит на встречи. Ревность разрывает. Что делать? Запаковываете вещи в чемодан, выставляете за дверь и меняете замок дверной. Муж нашел женщину. А вы не женщина? А с вами общаться нельзя? С вами общаться нельзя? О чем он там разговаривает с ней? На встречах с этой женщиной для общения. Что за маразм? Что за маразм такой? Мы просто общаемся. О чем? А можно с тобой? Хочу послушать, о чем вы там общаетесь там. Ну вот, вчера, например, мы обсуждали военные действия в Сирии. Турция там ракетный удар нанесла в Сирии. Позавчера мы говорили о назначении премьер-министром господина Мишустина. Сегодня планируем обсудить пенсионную реформу. А на выходных мы планировали поехать за город и обсудить там возможность соединения и объединения с Белоруссией. Что Батько говорит, что не хочу, я не хочу. Это не для меня все. А мы не против. Вот давай вот это обсудим. То есть, наш план на ближайшие выходные и на сегодня. Об этом вы не думаете, говорят? Что за бред, что за бред? Потому что у вашего мужика должны были яйца расплюснуться в смятку от того, что вы его прихватили и сказали: пошел вон отсюда, упырь тупоголовый. Как у тебя вообще мозгов хватило сказать женщине о том, что ты общаешься с другой женщиной? Я вчера уже об этом говорил. Так и хочется задать вопрос вашему мужчине. Можно как-то выписку со счета банковского, сколько денег ты потратил на свою женщину в этом году? Сколько раз она отдохнула? В
каких она вещах ходит, на какой машине ездит, сколько ты денег даешь ей на уход за собой. Ты об этом, наверное, рассказываешь своей новой пассии, с которой ты просто общаешься. Наверное, приходит он на свидание, пусть придет и скажет ей: ты знаешь, вообще я жлоб. Жена у меня просит денег на маникюр, я не даю. Вот. Просила на отдых, ездили лет 5 назад, по-моему, отдыхать и так далее. О чем он там говорит? Он приходит и говорит: меня дома не понимают. У нее вот такие зубы. А еще, когда наступает ночь, она снимает маску и начинает, как огнедышащий дракон, делать мне эпиляцию. Пришмаливает мою волосатую задницу. О чем он там говорит? О том, какая вы ужасная, понимаете? Вот о чем разговор, что его не понимают. Женщина для общения. Ох, я вам так скажу, вот не как психолог, а как мужчина. Когда мужчина и женщина сидят, общаются друг с другом, сначала они поели, попили, а потом им, ну это как бы нормальный процесс, когда потом хочется сблизиться, понимаете? Сблизиться. Вот еще один человек пытается проехать. Но не получается. Почему? Потому что один умник перегородил здесь все. Перегородил. Девушки, я еще напоминаю, что у нас сегодня последний день нашего онлайн-курса «Я такая одна, удобная или уникальная». Сегодня у нас последняя тема: как повысить самооценку. Как повысить самооценку. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться, ссылка на регистрацию находится в верхней части профиля Instagram. Верхняя часть профиля Instagram. Заходите ко мне на страничку, там есть ссылочка, нажимаете на нее и переходите на страничку, где можно пройти регистрацию. Там написано: бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Так. Сейчас. Что делать с оскорбляющей матерью, которая не дает жить согласно своим мыслям, желаниям? Дистанцироваться от такой мамы и не общаться с ней. Общаться в таком формате, который вам удобен. Все. Нарушение границ личного пространства — это такой, знаете, очень такой тонкий момент, и нарушать ваших границ не имеет права никто. Ни мама, ни папа, вообще никто. Понимаете? Никто. Если есть дети и внуки, как общаться с бывшими? Только на тему детей. Вот все, что связано с детьми, с внуками, так и общаться. Так и общаться. Зачем бывший бегает ко мне за сексом? Я же ему не нужна. Так вы сами отвечаете на свой вопрос. Ему ж надо куда-то справлять нужду свою. Не дергать же себя рукой. Вот он и бегает к вам. Че тоже? Она мне нафиг не нужна, но вот воспользоваться. И это вы представляете, какую вы... Вот, чтобы вы понимали, простите, что я об этом говорю, но близость мужчины и женщины — это же не просто соприкосновение половых органов. Понимаете? Это же не просто соприкосновение.
Там все настолько тонко устроено, настолько весь организм тонко устроен. Вы представляете, какую энергию вы впускаете в себя? Какого качества энергию? Вот вы говорите об этом, а от одного рассказа и от вашего комментария уже дурно становится. Дурно становится. Что у мужчины этого в голове? Что у этого мужчины в душе? Из чего состоит его дух? Из чего состоит его тело, его сознание? Чем он пропитал себя? Этим всем он делится с вами. И задумайтесь, почему вам плохо с такими мужчинами? Потому что они вас кормят больной энергией. Они сами еще в порядок себя не привели. Они не понимают, чего они хотят от жизни. Понимаете? И лезут к вам в постель. А вы их впускаете. Потом задаете вопрос, почему он ко мне бегает? Почему он ко мне бегает? Вы как мужчина счастливы? Естественно. У меня самая лучшая женщина во вселенной. И я ее люблю. Вселенской любовью. И она меня любит. Почему я должен быть несчастлив? Почему я должен быть несчастлив? Скажите. Чего желаю и вам? Чтобы в вашей жизни была настоящая любовь. Чтобы вы любили своего мужчину, а мужчина любил вас. И все будет здорово и прекрасно. Муж предпочитает каждый вечер пиво вместо секса. Мне что делать? Заводить любовника или собирать вещи мужа? Я не знаю, что вам делать. Я не знаю, что вам делать. Объясните своему мужу, что хотят что-то объяснять. Пиво это вообще такой напиток, знаете, очень не мужской. Способствует выработке женских гормонов. Именно по этой причине у мужиков, которые частенько пьют пиво, у них начинаются проблемы. Начинаются проблемы со здоровьем, с их сексуальностью, с их желанием, с тестостероном, что начинают вырабатываться женские гормоны в большей степени. Это, конечно, будет звучать грубо, но мужики, которые любят пиво, наверное, думают уже о том, чтобы их кто-то трахнул, потому что у пивного алкоголика уже ему уже не до секса, понимаете? Ему уже не до секса. Он бы, возможно, был бы уже не против, чтобы его кто-то чпокнул. Думаете? Ох, правда. Правда. Ладно, я прощаюсь с вами до вечера, до 20:00. И ссылка на регистрацию в верхней части профиля Instagram. Сегодня будем обсуждать тему повышения самооценки. Поэтому присоединяйтесь, переходите на мою страничку и регистрируйтесь. Всем желаю хорошей пятницы, хорошего настроения и до вечера. Всем пока-пока.